Глава 220. Ладони селяня сжались в кулаки, дыхание немного сбилось. Одна фраза. Звучит невероятно, даже смешно, но ему совсем не хотелось смеяться. «Кроме призрака были и другие», — сказал советник. «Ваше Высочество, помните ли вы, как перепугали меня, приведя в монастырь Хуанцзи того ребенка, которого спасли под городскими стенами?» Селянь сразу отбросил лишние мысли и, мельком глянув на Хуачена, ответил: «Помню». «Что не так с ребенком?» «Вы говорили, что он — одинокая звезда разрушения». Советник мрачно поведал: «Тогда я лишь ощутил крайне необычную темную ци, исходящую от мальчика. Но потом мы с моими друзьями на горе Тунлу узнали, что медная печь способна не только порождать темных тварей, но и насылать проклятия. Как вы можете распространять на других свою неудачливость, так и медная печь сеет повсюду накопленную злую судьбу, которая после распространяется по свету». Гороскоп того ребенка вызывал серьезные опасения, и если такой человек удачлив, то удача эта взлетает до небес, и если жесток, то жестокость его пронзает землю. Боюсь, в день своего появления на свет мальчик впитал в себя весь злой рок, рассеянный медной печью, поэтому и заполучил столь страшную судьбу. Ведь стоило ему появиться в монастыре Хуанцзи, он едва не сжег всю гору Тайцан дотла. Чем дальше, тем селянь сильнее не верил своим ушам. Он медленно повернулся и посмотрел на Хуачена, однако тот нисколько не изменился в лице, хотя прекрасно понимал, что советник говорит о нем. Только ответил принцу улыбкой. Советник тем временем не унимался. В обычных обстоятельствах мальчик должен был в раннем возрасте лишиться родителей. Если же они не погибли, значит наверняка либо бросили его, либо издевались над ним, так что первый вариант для него даже лучше. Кроме того, сам он не дожил бы и до 18, заодно причинив всевозможные беды тем, кто находился с ним рядом: смерть, расставание, невезение. Точно звезда несчастья, сошедшая в мир, словно ходячее бедствие, явившееся в дом. Поэтому я тогда и велел вам поскорее прогнать его и больше к нему не приближаться. Селянь не мог больше слушать. Советник. «Довольно об этом, больше не буду», — кивнул тот. «Я лишь привел вам пример, насколько страшна сила медной печи». Принц не знал, что сказать, зато Хуачен усмехнулся: «Не думаю, что она настолько страшна. Впрочем, вы, советник, предсказали все довольно верно». Селянь лишь представил, что Хуачен, вероятно, не дожил до 18, и у него слегка задрожали руки. Но тут на его ледяную ладонь осторожно легла другая, такая же холодная рука. Стоило им соприкоснуться, и между ними зародилось тепло. Советник заговорил опять: «Он непрестанно посылал тебе испытания. Первым стало поветрие ликов в государстве Синьлэ. И если бы на этот вопрос ты ответил, как он считал, верно, то есть, наслал бы поветрие ликов на жителей Юнань, испытание было бы пройдено. И он не только не низверг бы тебя, но и помог скрыть правду, чтобы ты стал его истинным доверенным преемником. 1 шаг, и ты на небесах. 2 шага, и ты против всех небес. Но ты ответил неверно. Во время твоего первого низвержения он, должно быть, вновь посылал тебе испытания, но ты так и не дал ответа, который удовлетворил бы его, поэтому ты вновь вознесся, и тут же сразу был низвергнут». В голове селяня возникло бледное улыбающееся лицо. Помолчав, он тихо произнес: «Вообще-то я сам об этом попросил». Вмешался Хуачен: «ГГ, поверь мне. Если бы ты не попросил сам, он бы нашел 1000 способов сбросить тебя вниз». «И все же безликого Бая тоже победил он», — сказал селянь. «Но не убил», — напомнил Хуачен. «Зачем тогда это было ему нужно?» — советник ответил: «Безликий Бай, разумеется, мог тебя убить. Но он добивался другого. На самом деле, как я уже сказал, ты ему очень понравился, он вовсе не желал твоей смерти, только чтобы ты стал таким, каким он хотел тебя видеть». Хуачен добавил: «Убив тебя, он бы не достиг цели. Если бы ты погиб в том состоянии, ты больше никогда не изменился бы, а этого он тем более не мог принять».
Но у безликого Бая не было причин так просто тебя отпускать, а что еще он мог придумать, кроме как в лице императора Шинью спуститься в мир смертных, разогнать нечисть и спасти тебя от опасности? Ведь таким образом ты проникся к нему еще большим доверием и благодарностью. Он же, дважды потерпев неудачу, наверняка был крайне раздосадован. Советник продолжил: покуда ты скитался в мире людей после второго низвержения, он мог множество раз воспользоваться шансом наставить тебя на истинный путь, постепенно дожидаясь, что ты изменишь свое мнение. Но по моим наблюдениям тогда он уже успокоился, и только в последнее время сей покой был нарушен. Толчком к этому стало твое третье вознесение. Остаться ты барахтаться в грязи, ничего страшного не случилось бы. Но ты, как назло, пошел совсем не по спланированному им для тебя пути, стал таким, каким стал, да еще и вознесся в очередной раз. К тому же остался прежним, нисколько не изменившись. Не знаю, о чем он подумал, когда увидел тебя, но мне кажется, что он наверняка решил снова послать тебе испытание. Хуачен произнес: это легко выяснить, стоит только вспомнить, что он сделал после. ГГ, подумай как следует, что происходило с тобой, когда ты вознесся в третий раз. Селянь очень быстро погрузился в воспоминания и, задумавшись ненадолго, начал перечислять. Первое задание Гора Юйцюн. Поймать демоницу Сюаньцзи. Сначала я не нашел злого духа новобрачного, но по дороге мне помогла песенка демоненка. Думаю, дух нерожденного оказался там по приказу Цюню. Но я полагал, что он тем самым помог мне. Он лишь помог тебе выполнить задание, и все. Непосредственным результатом стало пленение Сюаньцзи, но что насчет косвенных последствий, принц предположил. Я разворошил осиное гнездо, затронув отношения генерала П. с его бывшей возлюбленной, и принес тому немного хлопот. Это можно считать маленьким испытанием, подтвердил советник. Если бы ты знал, что навлечешь на себя гнев Пэймина, наверняка решил бы проблему со злым духом новобрачного иным способом. К примеру, тайно оповестил бы Пэймина, чтобы тот скрыл происходящее, а Сюаньцзи продолжила бы бесчинствовать на том маленьком клочке земли, но при этом не выходила бы за рамки приемлемого. Селянь почувствовал себя неловко. Ну, честно говоря, я лишь после узнал, что дело имеет отношение к генералу Пэю. Тогда Сюаньцзи жаждала крови, а с нами отправилось столь много людей, что уже не было времени думать о том, чей гнев я на себя навлеку. Стрелу, которая уже на тетиве, нельзя не выпустить. Хуачен мягко улыбнулся. ГГ, это и был сделанный тобой выбор. И продолжил считать, второе событие — это появление в монастыре водных каштанов пустого сосуда в облике монаха, который выманил тебя в крепость Баньюэ. Не будем выяснять, кто его послал, давай лучше вспомним, каковы были последствия. Младшего генерала П. сбросили с небес, отрезав генералу П. его правую руку. ГГ, видишь, в результате в обоих случаях ты помог ему значительно ослабить мощь генерала П., а сам окончательно попал к тому в немилость. Ему не пришлось даже выходить на сцену, вся вина свалилась на тебя, а ты еще и остался благодарен ему. Хуачен добавил, если я не ошибаюсь, за эти 800 лет он частенько наблюдал за тобой. Боюсь, он также знал и о том, что ты служил советником государства Юнань и обучал Лан Циньцу, но все же отправил вас исполнить его поручение вместе. На мой взгляд, никаких добрых намерений он этим не преследовал. Советник поразился: погодите. Ваше Высочество, вы служили советником в государстве Юнань и обучали Лан Циньцу. Селянь утвердительно хмыкнул. Вы есть советник Фан Синь. Да что-то не так. Селянь вкратце рассказал о произошедшем. Советник произнес: думаю, узнай он об этом еще тогда, наверняка ужасно разгневался бы на вас. Хуачен продолжал: ГГ, изначально в инцидент с башком-пустословом ты впутываться не собирался, но в итоге тебя все же затянули, к счастью, не слишком глубоко. Несколько сотен рыбаков в тот ураган на Южном море попали не из-за черновода, но и не по вине Шиуду. Кто, кроме них, обладал достаточной силой, чтобы сотворить такое, выстроив все события в ряд? Селянь наконец осознал, что каждый его шаг после Вознесения, похоже, был сделан под пристальным наблюдением,
а то и с подачи Цюнь-У Хуачен, скрестив руки на груди, сказал: «Полагаю, он делал это все, с одной стороны, из тех же странных побуждений. Непрерывно посылал тебе испытания, чтобы проверить, что же ты выберешь, по какому пойдешь пути, ожидая, что ты все-таки ступишь на уготованную им тебе тропинку. С другой стороны, боюсь, таким образом он использовал тебя как оружие, чтобы ослабить мощь других божеств. Прошлое поколение небесных чиновников наверняка оставило крайне мрачный след в его душе, что заставляло его сохранять постоянную бдительность и требовать абсолютного подчинения от всех вокруг. Он не позволял никому стать угрозой для своего положения и своей силы, не мог позволить остальным догнать его. И еще я вот подумал, Селянь тоже погрузился в размышления и спросил, о чем, неужели он правда ничего не знал о замене судьбы, произведенной Шиуду для Ши Цинцюаня, и о том, что черновод затесался шпионом в чертоге верхних небес. Принц как раз и сам подумал именно об этом. Разве мог сидящий выше всех Цюнь-У оставаться в неведении относительно всего происходящего? Весьма маловероятно. Он имел доступ ко всем свиткам и документам, проходящим через дворец Линвэнь, мог в любой момент их проверить. И если где-то закралась подделка, неужели он не заподозрил бы неладное? Повелитель Вод, совершив столь серьезное нарушение, сумел столько лет держать все в тайне и жить в полном благополучии. Лишь когда его действия в чертогах верхних небес вышли за рамки дозволенного, вся правда выплыла наружу. Возможно, предположил Хуачен, он с самого начала что-то подозревал, но тогда положение повелителя Вод еще не представляло для него угрозы, и потому все осталось в тайне. Слишком рано раскрытое преступление, возможно, также было ему невыгодно. Шиуду оказался бы сослан, но его место занял бы новый повелитель Вод, который мог и не иметь таких же страшных секретов и рычагов, за которые можно ухватиться, чтобы сдернуть его с небес. Будь я на месте Цюнь-У, мне бы очень не нравился Шиуду. Но при желании от него избавиться мне бы не пришлось действовать самому, достаточно было бы спокойно наблюдать, как тот бесчинствует, становясь все наглее и бесстрашнее, ну а когда мне все это надоело, я бы просто сообщил об инциденте с заменой судеб Черноводу. А тот, разумеется, пожелал бы отомстить за себя и за своих погибших родных. Что же касается причины, по которой он созывал тысячи демонов в медную печь и взращивал непревзойденных, вероятно, это все ради равновесия, закончил за Хуачена Селянь. Да, согласился тот. С одной стороны, ему, наверное, просто нравится наблюдать, как гнусные непревзойденные несут беды людям, с другой же стороны, если есть некие вредоносные твари, будут и молитвы, просящие от этих тварей избавиться. Ну а чем больше молитв, тем сильнее божество, советник со вздохом заговорил вновь. Каждый раз во время открытия горы Тунлу мы вчетвером пытались помешать творящимся там процессам, но не всегда достигали успеха. А теперь и вовсе допустили серьезный промах. Он убил малую часть духов, вырвавшихся из горы Тунлу, а большую часть переместил при помощи сжатия тысячели. Затем раздал вам задание, а сам остался, чтобы кое-что проверить и уничтожить улики. Он догадывался, что я отправлюсь вас искать, поэтому, закончив свои дела на горе Тунлу, поспешил следом и все-таки меня схватил. Тогда я подумал, что так больше продолжаться не может. Правда о государстве Уюн выплыла на поверхность, а с присущей ему осторожностью можно ожидать, что он решит снова сменить целое поколение божеств. И если бы вы продолжали находиться в неведении относительно его личности, рано или поздно оказались бы зарыты в фундамент столицы бессмертных. На удачу в руках этого паршивца Фэн Синя оказался Хунцзин, и я пошел на риск. Его магические силы так выросли, что в Хунцзине уже давно не отражалась его истинная сущность. Но из-за недавней битвы с 3 горными чудищами эти лица вновь оказались потревожены. Ну вот, я вам все рассказал. У вашего высочества еще остались вопросы? Селянь задумался, а Хуачен произнес: у меня остались. Советник, вы еще помните язык Уюна? Наша страна исчезла с лица земли, больше никто не использует ее язык и письменность, поэтому я давно выучил новые. Но я по-прежнему все помню, просто крайне редко приходится пользоваться тем языком, он признался, да и не очень-то хочется.
Селянь вспомнил. Выходит, тогда советник, говоря с горным чудищем о его высочестве, которого уже не спасти, и который вскоре пробудится, в самом деле указывал вовсе не на него, а на переселившегося в тело Лан-Ина, устилающего свою дорогу трупами и тем самым накапливающего силы безликого Бая. И еще те говорящие человеческим языком крысы-людоеды. Разумеется, поскольку Селянь понял их речи, Хуачен решил, что кто-то посеял в памяти принца нужные воспоминания. А когда принц начал перечислять, кто мог это сделать, к своей неожиданности угадал, да не одного, а сразу двоих, Цзюнь-У и безликого демона. Неудивительна и та легкость, с которой безликий Бай создал фальшивые личины Фэн-Синя и Му-Цина в пещере 10 000 божеств. Ему это не составило никакого труда, ведь Цзюнь узнал обоих как свои 5 пальцев. Кажется, он все это время хотел заставить меня считать, что я и есть наследный принц Уюна. Или же часть его души, произнес принц. Конечно, он этого хотел, согласился советник. Раз существование государства Уюн скрыть не удалось, лучше всего свалить вину на тебя, ведь любому, кто узнал бы судьбу обоих принцев Уюна и Синьле, показалось бы, что вы весьма похожи. К тому же стоило бы тебе начать сомневаться в себе, в своих целях, поведении и первоначальном намерении, начать думать «я и есть принц Уюна», и вероятность повторить его судьбу стала бы еще больше. Дело в том, что он направлял тебя, чтобы ты пошел по его пути, а вовсе не в том, что ваши пути смутно схожи. Он не мог позволить человеку, так похожему на него самого, пойти по другой дороге. Спустя некоторое время Хуачен вставил: «Я же сказал, что они нисколько не похожи». Советник, будто наконец не выдержав, повернулся к нему. «Послушайте, молодой человек, что с вами такое?» Хуачен вопросительно посмотрел на советника. Селянь застыл, подумав, что это с ним. Советник же засучил рукава и серьезным тоном заговорил с Хуаченом. «С самого начала мне хотелось вас спросить, молодой человек, почему ваша улыбка столь неискренна? Не думайте, что раз вы непревзойденный князь демонов, то можете вести себя со мной невежливо. Да, такие, как вы, встречаются редко, но известно ли вам, сколько мне лет? Разумеется, такие старики, как я, еще большая редкость», — Хуачен приподнял бровь. Селянь, размяв точку между бровей, произнес: «Ох, наставник, Сань Лан вовсе не хотел показаться невежливым, он просто привык всем улыбаться фальшивой улыбкой». Советник же, сделав Хуачену знак «не подходить», отвел принца в сторонку и серьезно заявил: «Ваше высочество, я все видел». «А что вы видели на голове той огромной статуи?» «Какой статуи? Что происходило на голове статуи?» Селянь задумался, и вдруг в его сознании прозвенел колокол. Заимствование магических сил, принц закашлялся. «Нет, я лишь заимствовал магические силы, нет, на самом деле не только это, в общем, как бы сказать», советник сделался еще серьезнее. «Ваше высочество, что с вами произошло? Неужели из-за той строгости, в которой я вас воспитывал, вы слишком много времени посвящали тренировкам, не приближались к женскому полу и потому перешли на...» Селянь как сумасшедший замахал руками, и вовсе не поэтому, советник с сомнением предположил: «Но неужели тогда это в вас от природы?» «Этого я никогда не замечал». Что ж, в этом вы действительно на него не похожи, постойте». «Это тоже тут ни при чем», — советник со вздохом сказал: «Не бойтесь, ваше высочество, я не собирался вас ругать. И не стану читать вам наставления в том, в чем сам не силен. К тому же, вы ведь через столькое прошли, к чему переживать об этом? Мужчина или женщина не имеет никакого значения, главное, чтобы вы сами были счастливы». Селянь так сильно разминал межбровье, что оставил на лбу красный след. «ГМ, я очень счастлив», — прошептал он. Однако советник вновь задумчиво спросил: «Но как вы за 800 лет поисков ухитрились найти себе в пару непревзойденного князя демонов?» Селянь неловко застыл. «Дело не в том, что у вас плохой вкус», — добавил советник, — «очень даже хороший. Такой понравился бы и взрослой девице, и молоденькой девчонке. Но ведь князья демонов весьма опасны. Ваше высочество, вы должны хорошенько все обдумать, ведь если он к вам привяжется,
вам никогда в жизни не удастся отвязаться от него. Наставник, погодите, я не мог ошибиться. И вот что вам скажу, с первого взгляда на этого собирателя цветов под кровавым дождем я понял, что его в жизни преследовали бесконечные невзгоды и испытания, одна скала круче другой. От него так и исходит демоническая ци, от которой становится трудно дышать. Это ведь истинная Хуачен, стоящий за его спиной, произнес, растягивая слова. Это ведь истинная одинокая звезда разрушения, верно? Селянь очень старался предостеречь советника от продолжения разговора, однако не преуспел. Закрыв лицо рукой, принц молча прошмыгнул за спину Хуачена. Хуачен, улыбаясь, приобнял принца и продолжил, подняв бровь. Моя улыбка действительно весьма неискренна. И все же. Одинокая звезда разрушения, звезда несчастья, сошедшая в мир, ходячее бедствие, явившиеся в дом, оба родителя погибли, а сам не дожил до 18. Говорить подобное мне прямо в лицо не очень-то подобающе, не находите? Глаза советника медленно округлились. Ты